ребята! Продолжаю начатую мною эпопею по восстановлению заточки, купленной мной на барахолке за 100 рублей стамески. Купил я специальную бумагу, для того, чтобы можно было на ней выправить спинку стамески. Эта бумага трех видов, гритность у нее 60, 80, 150 единиц соответственно. Буду смачивать ВДшкой и сейчас буду выравнивать вот эту спинку. Шоркать на камеру не стану, буду показывать уже промежуточный результат от всех трех видов наждачной бумаги. Ну а после того, как на наждачной бумаге спинку я выведу, перейду уже на водные камни. Первый этап на 60 гритах закончил, шоркал минут, наверное, 5 с перерывами. Вот такой вот результат у меня получился на промежуточном этапе. Но для сравнения, вот такая поверхность была изначально, но я вам показывал в прошлом видео, вы должны были ее видеть. Получилось что-то вот такое, уже какой-то даже блеск начался. Перехожу на бумагу 80 грит. Ну вот, пошоркал я еще минут 5 с небольшим на наждачке с гритностью 80 единиц. И смотрим результат. Ну, как вы можете видеть, спинка уже немножко побольше заблестела. И также характерной особенностью, показывающей степень заточки, является вот такой вот заусенец, который с обратной стороны, здесь на режущей кромке. Ну, теперь уже можно переходить к следующему зерну, 150 грит. Посмотрим, что у меня в результате из этого получится. На 150 зерне работать пришлось подольше, минут, наверное, 10. По-всякому я ее водил, и вдоль и поперек, и слева направо, и вперед и назад. Ну и в результате получилось то, что получилось. Можете лицезреть результат заточки спинки стамески на трех видах абразива. Это 60, 80 и 150 грит. Но я думаю, что уже вот в таком состоянии стамеска уже может работать вполне. То есть можно уже в принципе переходить к заточке. Но я для убедительности еще на камушке ее немножечко на 360 пройдусь. Дальше уже, наверное, не буду пока подниматься, выводить это все в зеркало абсолютно. Как я уже сказал, нужно немножко на этой стамеске поработать. После заточки я на ней поработаю. Погоняю ее во всех режимах на различных видах древесины. И если смогу убедиться в том, что стамеска держит заточку хорошо, что она рабочая, то тогда уже буду доводить до конца. То есть выводить в зеркало спинку и менять рукоятку, которая сейчас мне совершенно не нравится, ее внешний вид и ну, вообще в таком состоянии можно какое-то время поработать, но лучше я, конечно, сделаю хорошую, качественную рукоятку, и эта стамеска уже будет у меня присутствовать в моем арсенале. Смотрим дальше. Ну вот таким вот образом стала выглядеть спинка этой стамески. Она потемнела, блеск исчез, потому что это уже обработка на камне. Ну дальше я уже шоркать не буду, буду приступать к заточке режущей кромки. Ну вот, ребята, закончил я точить эту стамеску, завершил ее точить на камне 4000 грит. Кромка заточена под углом 30 градусов. Здесь я вот немножечко, когда в каретке была вставлена эта стамеска, еще немножко пошоркала вот эту вот часть. Она так блесканула уже слегка, то есть стала более полированной. Но сейчас попробуем, как она режет. Прекрасный результат. Ну что ж, результатами заточки этой стамески я вполне доволен.
Стамеска показала себя с хорошей стороны. Сталь хорошая, точится хорошо. Смотрите продолжение. Имеется у меня вот такой обрубочек древесины, маркированный как алыча, какая-то фруктовая. Но может быть это не алыча, может быть это вишня. Но скорее всего алыча, раз я промыкал. Вот. Треснутая она вот здесь вот изрядно. Порвал ее при сушке. Но я думаю, что я на ручку себе вот такой вот квадратик выпилю. 30 на 30 мне нужен для работы в чистовой. Ну вот так вот, сколько смогу, выпилю отсюда. Работать буду только ручным инструментом, поэтому все это будет долго и нудно. Покажу я, как начинаю работать, потом покажу уже готовый результат. К великому моему сожалению, эта заготовка не пойдет, потому что в результате обработки вскрылась трещина, достаточно глубокая, которая проходит прямо по всей диагонали бруска. Так что этот брусок уходит у меня в брак, а я сейчас подберу другой кусочек древесины и постараюсь обработать его. Но уже показывать вам этот процесс не буду, покажу уже готовый брусок перед обработкой уже непосредственно в ручку. Ну вот, ребята, взял я кусочек вяза, который остался у меня от прежнего проекта. Помните, наверное, когда я делал баночку для кофе? Вот эта древесина замечательно осталась у меня. И я вот из этого кусочка сделал вот такой брусок размером 30 на 30 миллиметров. Вот из этого бруска я буду вытачивать уже вручную ручку для своей новой старой стамески. Но если какие-то скептики захотят упрекнуть меня в том, что я за кадром напилил этот брусочек с помощью моих станков замечательных, то вот, собственно говоря, свидетельство того, что я сделал это вручную. Вот она стружечка от вяза Карагача, вот он рубаночек, которым все это сделал. Такую стружку, как вы понимаете, на станке не получишь. На станке получается более мелкая стружка. Так что работа ручная, можете не сомневаться. Ну и вот такую вот форму я все-таки выбрал для своей стамески. Она мне больше всего нравится, поэтому я буду применять именно вот эту форму. Спасибо всем, кто давал мне советы по поводу формы для моей стамески. Советы были разные, я к ним всем прислушался, но все-таки сделал выбор в пользу вот этой формы веретено. Как она себя покажет, я не знаю. Если вдруг что-то пойдет не так, эта ручка будет неудобна для моей стамески. Но я всегда могу переделать, вы же понимаете, это процесс творческий. Так что продолжаю. Аккуратненько снял стамеску с ручки. Вот такой вот хвостовик наблюдается. Какие-то риски здесь. Ну, по всему видно, что хвостовик-то самодельный точно. А уж сама стамеска я не знаю. Но хвостовик слишком длинный. У меня нет такого сверла, чтобы просверлить такое отверстие. Поэтому я его слегка укорочу, и будет все хорошо.
В результате строгания у меня получился вот такой вот более-менее прямой восьмиугольник. Теперь я буду из этого восьмиугольника делать веретенообразную такую форму. Для этого буду использовать немножко другое приспособление. Факир был пьян и фокус не удался. В общем, ребята, перестрогал я эту заготовку, слишком она тонкая получилась. Буду делать все сначала из другого материала. Такого материала у меня больше нет. Ну, со второй попытки ручка получилась уже лучше. Только она уже будет не из вязок рогача, а из вишни.